Друзья, всем привет, с вами Оракс. Тема сегодняшнего видео – готовая настроенная сборка Automatic 1.7. На этот раз это портабельная сборка, и устанавливать Python и Git для нее не нужно. И в эту сборку я включил большое количество настроенных и готовых расширений, которые доступны уже из коробки, а также дополнительных улучшений, которые ускоряют процесс генерации. Установка этой сборки достаточно простая, и она очень быстрая. Достаточно просто разархивировать архивы и закинуть хотя бы одну модель. На моем компьютере это занимает меньше 1 минуты. Давайте посмотрим, что у вас будет в этой сборке. В этой сборке у вас будет расширение Interrogator для того, чтобы считывать промпт с изображения, а также считывать стили с изображения. Еще у вас будет расширение Canvas Editor, который позволяет создавать открытки, баннеры или просто текст. Достаточно удобное приложение, в котором есть большой фотобанк. Вот сюда вы вбиваете поиск на английском языке. Из вот этого вот ресурса Unsplash вы находите, в общем-то, изображение прямо вот здесь вот в автоматике. Если по любому изображению щелкаете, оно добавляется на рабочий холст. Здесь его растягиваете, увеличиваете, уменьшаете. И вот этими кнопками закидываете сразу в Ctrl-Net или в Image to Image. Расширение PhotoPea – это, в общем-то, аналог Photoshop, и здесь можно делать практически те же самые действия, что и в Photoshop. Добавлено расширение All-in-One, которое позволяет писать промпт на русском, нажимаете Enter, получаете его на английском языке. Еще это расширение позволяет вот так вот управлять токенами, вы можете перемещать их вперед-назад, менять их местами. Если дважды щелкаете по токену, то скрываете его, чтобы его не забыть. И потом также его можете вернуть обратно двойным щелчком. Наведя на любой токен, вы можете повысить ему вес или понизить ему вес. Это, в общем-то, очень удобное расширение. Помимо этого всего, здесь еще есть большой набор различных токенов, которые вы можете использовать прямо вот так вот, выбирая их просто. Добавлено расширение Aspect Ratio Helper, это вот эта вот кнопочка, здесь можно выбрать замок или нужную пропорцию. Например, выбираете замок и можете изменить ширину, и высота подстроится в соответствии с вашей заданной пропорцией, которая была изначально до того, как вы выбрали замочек. Расширение SDXL Style с большим набором стилей, вот эти вот иксовые стили, это мои стили. Я их периодически добавляю и расширяю этот набор. На данный момент это последний набор стилей. Расширение Autodetailer позволяет делать автоматически in-paint лиц, рук, целиком контуров тела. На данный момент есть вот эта вот опция Eyes Only, то есть можно выбрать только одни глаза и продетализировать их. Плюс этого расширения в том, что вам не нужно лезть в InPaint, закидывать туда это изображение, выделять там что-то. Автодетейлер делает все за вас. Он автоматически найдет лица, автоматически сделает для них маски и применит ваши настройки InPaint. Расширение ControlNet – это всем известное расширение контрольной сети. Здесь не установлены модели и не установлены препроцессоры. Когда вы будете выбирать препроцессоры, они будут автоматически подкачиваться. А вот модели вам придется установить самостоятельно. Ссылки на них я дам на Boosty. Расширение Cochia High-Res Fix нужно для того, чтобы генерировать изображение с большим разрешением на моделях 1.5. Если вы будете генерировать просто, допустим, 1024 на 1024 или больше на моделях 1.5, то вы будете получать, как правило, сдвоенные основные объекты. А вот Cochia High-Res Fix, она предварительно немножко занижает разрешение, делает предварительный шум и уже по нему потом детализирует с полной разверткой. В эту сборку добавлен реактор и установлена уже библиотека Inside Face, то есть вам этим заморачиваться не нужно, просто закидываете какое-нибудь изображение с лицом, и у вас автоматически будет заменяться лицо на изображениях. На вкладке Image to Image вы можете найти вот такую вот вкладку InPaint Background. Это автоматическая замена фона. То есть фон на этом изображении автоматически выделяется, и по вашему промпту он будет, в общем-то, меняться. Еще на вкладке Image to Image вы можете найти дополнительный скрипт, вот здесь вот в None. Можете выбрать скрипт Ultimate SD Upscale, это аналог обычному SD Upscale. В некоторых случаях работает лучше Ultimate SD Upscale, в некоторых случаях плиточный Upscale, SD Upscale работает лучше. То есть можете экспериментировать, и эта опция, по крайней мере, здесь уже в сборке есть. На вкладке Extras вы можете найти вот такое вот расширение Remove Background. Здесь вы можете выбрать любую из доступных моделей и удалить, в общем-то, с вашего изображения фон. То есть сюда закидываете изображение, нажимаете Generate, естественно, Remove Background включаете, и с вашего изображения удаляется фон. И вы можете сохранить это изображение в PNG с удаленным фоном. Еще в этой сборке есть текстовые инверсии, они находятся вот здесь, вот в эмбеддингах. Вот такие вот текстовые инверсии сюда добавлены. Они весят немного, поэтому они здесь есть прямо из коробки. Все расширения, о которых я говорил, они находятся вот здесь вот в Extensions. И если вам какое-то расширение не нужно, вы можете их отсюда удалить. Просто выделяете расширение, которое вам не нужно, например, Canvas Editor, нажимаете правой клавишей и выбираете «Удалить». И этого расширения после перезапуска автоматика уже здесь не будет.
Если вам нужно будет обновить расширение, то вам не обязательно запускать автоматик. Для этого здесь есть специальный вот такой BAT файл Update Extensions. Просто 2 раза по нему щелкаете, и все ваши расширения обновляются без запуска автоматика. То есть запускать для этого автоматик не нужно. Папки, в которые вам придется периодически лазить, они помечены вот такими вот значками, чтобы их было проще найти. Теперь давайте перейдем в папку Models. Здесь есть у нас апскейлеры, ESRGAN. То есть вот такой вот набор апскейлеров: UltraSharp, Stratum, SIAX и Remacry. Поскольку на версии Automatic 1.7 у людей очень часто встречается проблема с установкой GFP-GAN, он просто не хочет скачиваться. Я его сюда добавил прямо из коробки. То есть вот здесь он уже установлен, вот она модель GFP-GAN. GFP-GAN это модель для восстановления лиц. Модель CodeFormer, в общем-то, это такой аналог GFP-GAN. Он находится вот здесь, тоже модель установлена. Ну и в папке VAE находится 2 основных VAE для модели SDXL и для модели 1.5. Если у вас качественная, хорошая модель, то выбирать SD VAE, в общем-то, вообще не нужно. По умолчанию у меня он стоит на No. Но если у вас получается какие-то серые изображения, то есть VAE в модели некачественные, то в этом случае вам нужно выбрать нужное VAE. Для модели 1.5 выбирается 840-00, для модели SDXL выбирается SDXL VAE. VAE это кодировщик изображения. Еще в этой сборке обновлены QDNN, они самые последние здесь стоят. И скорость генерации здесь будет немного выше, чем на обычном автоматике, который вы можете установить с официального сайта. Еще в этой сборке настроен Quick Settings, это вот эта вот часть верхняя. Здесь добавлен SD-VAE и здесь добавлен Noise Multiplayer. Noise Multiplayer в Image to Image работает, и он добавляет некоторое количество шума, чтобы ваше изображение такое было немножко зашумленное, более фотореалистичное, и добавлялись дополнительные детали. Noise Multiplayer обычно больше 1.1 лучше не задирать, иначе изображение будет уже слишком сильно зашумленным. Но также здесь есть еще и другие настройки, которые вносят тоже некоторые улучшения. Еще в эту сборку добавлен файл Styles CSV, который содержит негативные промпты и набор некоторых токенов и стилей. Теперь давайте поговорим, как установить эту сборку. Вам нужно будет скачать 2 вот таких вот архива. Один архив весит 4 гигабайта, второй архив весит 1 гигабайт. Скачать эти архивы можно по ссылке в описании из телеграм-канала. Это можно сделать совершенно бесплатно. Но если вам нужны ссылки на дополнительные лоры, если вам нужны ссылки на ControlNet 1.5, на ControlNet SDXL, то вы можете перейти на Boosty и найти все это там. Сама же сборка, я еще раз повторюсь, она бесплатная, вы ее можете скачать по ссылке в описании из Телеграма. После того, как вы скачаете 2 вот этих вот архива, вам нужно будет распаковать только первый архив 001, который правой клавишей по нему щелкаете, выбираете 7zip, это специальный архиватор, вы его можете тоже скачать по ссылке, там же в Телеграме будет на него ссылка. Это хороший архиватор, он совершенно бесплатный и без всяких вирусов с официального сайта устанавливается. Выбираете здесь распаковать. Можно выбрать вот эту вот галочку «Устранить дублирование корневой папки». Если она у вас будет, то она будет удалена. Нажимаете ОК. На моем компьютере эти архивы распаковались за 23 секунды. И появилась вот такая вот папка. Я ее назвал StableDiff1, чтобы не путать с другой сборкой, которую я только что показывал. Заходим в эту сборку. Здесь у нас немножко непривычная система файлов. Не такая, как в обычном автоматике, потому что это Portable. Но на самом деле здесь все те же самые файлы, которые в обычной сборке есть, они здесь присутствуют. Чтобы запустить автоматик, нам нужно дважды нажать по вот этому вот BAT файлу Run. И автоматик запустится. Автоматическое обновление здесь отключено. Если вы хотите обновить автоматик, то вам нужно запустить вот этот вот BAT файл Update. Дважды по нему щелкаете, запускаете, обновляете и потом уже запускаете Run. Теперь давайте я покажу, где здесь все находится. Вот в этой вот папке WebUI. Она помечена вот таким вот значком специальным. Здесь как раз таки находятся все файлы, которые вам, в общем-то, нужны для работы. Это эмбеддинги, экстеншены, models, output, ваша папка здесь тоже находится. Здесь же находится файл Styles CSV со стилями. Здесь же находится файл UI-config. Все вот эти вот настройки, которые вы будете видеть в интерфейсе по умолчанию, они задаются вот здесь в UI-config. Этот файл уже предварительно настроен, чтобы вам прям сразу из коробки получать хорошие генерации на моделях 1.5 и даже на SDXL. Файл WebUI-UseBed. Вы по нему можете щелкнуть правой клавишей мыши, выбрать «Изменить». И открывается этот файл в блокноте в обычном. Здесь уже внесены нужные настройки, которые вам в общем-то нужны. Но есть небольшой нюанс. Если у вас видеопамяти 8 гигабайт или 6 гигабайт, то вы можете включить вот такой вот ключ MedVram. Обратите внимание, вот эта вот строка, она закомментирована. Вот эти вот 2 двоеточия означает, что эта строка не исполняется, она закомментирована. То есть это просто комментарий. И здесь вот эти вот ключи я оставил вам, чтобы их нигде не искать. Вот этот вот ключ MedVram
вы его можете вот так вот копировать. Вот сюда вот нажимаете пробел и вставить. То есть вставляете ключ MedRAM, и что этот ключ вам дает? Этот ключ дает вам то, что с моделями SDXL у вас будет работать ключ MedRAM, но с моделями 1.5 MedRAM работать не будет. То есть если у вас мало видеопамяти, то есть меньше 12 гигабайт, то наверняка SDXL у вас будет работать медленно, потому что у вас будет не хватать видеопамяти. А вот с ключом MedRAM будет меньшее потребление видеопамяти, и у вас как бы видеокарта захлебываться не будет, и она будет немножко быстрее работать. Если у вас 12 гигабайт и выше, то этот ключ, естественно, ставить не нужно, и вообще тогда в этот файл WebUI UseBet заходить вообще не нужно. Он полностью настроен для того, чтобы у вас система работала максимально быстро. Еще здесь есть небольшой нюанс, вам нельзя запускать эту сборку с помощью вот этого вот bat-файла WebUI UseBet. Почему? Потому что у вас начнут скачиваться дополнительные файлы, которые вам не нужны. И вам нужно запускать эту сборку исключительно только файлом runbat. Но если вы хотите внести изменения в WebUI UseBet, вы вносите их вот здесь, вот в этом файле. Но запускаете автоматик все равно runbat. И после того, как ваша сборка распаковалась, вам всего лишь нужно зайти в WebUI UseBet, вам нужно перейти в Models, нужно перейти здесь в Stable Diffusion и закинуть сюда любую модель. Я закину сюда модель Juggernaut XL8. Теперь возвращаетесь обратно в корневую папку, вот так вот Stable Diff, она у меня 1 называется, и запускаете runbat. Первый запуск, возможно, будет не очень быстрый, но последующие запуски будут достаточно быстрыми. В вашем браузере автоматически открывается вот такая вот вкладка с автоматиком, но если по каким-то причинам она не открылась, или вы хотите ее открыть в каком-нибудь другом браузере, то просто копируйте вот этот вот путь, вот так вот его выделяете, нажимаете сочетание клавиш на клавиатуре Ctrl-C, открываете вкладку в любом браузере и нажимаете Ctrl-V, нажимаете Enter, и у вас открывается интерфейс автоматика в любом браузере. В общем-то, друзья, хороших вам генераций. Переходите в наш телеграм-чат. Здесь у нас большая группа для общения. Здесь есть разные темы по ConfUI, по фокусу, по Mac, по AMD. Здесь можно делиться вашими артами, сделанными в Automatic, фокусе или в Dali, или даже Midjourney. Соответственно, вы можете посмотреть, что есть другие люди делают, спросить или поделиться промптом. Если у вас какие-то технические проблемы, переходите в раздел «Технические вопросы». Обязательно переходите в нашу группу Stable Diffusion Lesson. Это вот эта вот группа вот с такой вот собачкой. Здесь есть очень интересный пост, вот такой вот последний. Обязательно сюда переходите, вот сюда прям в комментарии, и можете здесь посмотреть, как мы тестировали скорости на разных видеокартах. А на этом, друзья, хороших вам и быстрой генерации с новой сборкой. Всем удачи! Всем пока!